Ну что ж, продолжим наше приключение. Нас послали за грибочками, пожалуй, этим и займемся. Только где их искать? Вопрос, конечно, хороший. Насколько я помню, нам говорили найти их возле этой деревушки. Опаньки, тайник. Но руками-то мы его не раскопаем. А вот туда я залез, но... Блять, он ебаный волшебник! Он его вскрыл? О, но в принципе ничего полезного. Если так подумать. Вот и грибочек, кстати. Кстати, ни хрена себе гриб. С полчеловека. Да и тараканы здесь такие же. Так, вот достижение, которым можно гордиться. Отпинать муравья в честном бою. Вот это я понимаю, битва. А вот и второй, кстати, гриб. И опять куча насекомых. Но это легко поправимо. На, сука, на, сука! На, сука, на, сука! Ёбаный в рот, да как так-то? Ну а теперь паучки. И все. Так легко. Так приятно. Я даже хп особо не теряю. То, что уворачивается. Но найти грибочки, конечно, достаточно проблемно. Хоть они и большие, но все равно. Локация-то большевата. Изивин. И новый грибок. Заслуженная награда. За мой великий труд истребителя насекомых. Битва косых, блин. Нет, ты думаешь меня победить? Хрен тебе. Изи. Легчайше. Спираль какая-то. Да, подозрительно. Я только что слышал щелканье. Но у меня нет счетчика Гейгера. Это как-то подозрительно. И опять же рукопашный бой с крысой. Вообще она похожа на плюшевую крыску. Чисто крыска, Лариска. О, а ты откуда? Реально шагушечная. КП маловато. Как бы не подохнуть, ну да ладно. Я сомневаюсь, что у меня какие-то насекомые снесут достаточно хп, чтоб я подох. Да? Ну, они косые, а я силен. С 4 ударов прихлопываю насекомых и крыс. Так, ну вроде я собрал все грибы, которые тут были. Что я по кругу просто прошел. Камень подозрительный, но я его навряд ли подниму. С моим слабачком-то. Так, ну что ж, сейчас сдадим квест. Курицу хочу сожрать. Даже курица не обращает на меня внимания. О, привет. Ну как, дела собирательские? Удалось набрать грибов? Да, я собрал. Держи. Ого, молодец. Настоящий ленивец. Спасибо тебе за помощь. Ленивец, бля. Используйте умение бартера. Грибы высший сорт. Я прямо вот за дело чести это взял. Только лучшие собираю. Мало ли у вас тут, как в больших городах, оплата по труду принята. Двойная ставка за качеством, Ага, хер. В большом городе, видать, большие деньги водятся, раз готовы сверх уговоренного отваливать. У нас такого счастья пока нету. Вот, блять, зажало. Понял. В таком случае, как там насчет председателя? Все по-честному. Давай-ка я прямо сейчас весточку товарищу Ковалеву черкну, что рекомендую тебя для работы. Занесешь ему, заодно и пообщайтесь. Он квартируется в доме справа от бара. Удачи. Спасибо. Я пойду тогда. Опа, level up. Зашибись. Так, вкачать надо бы бартер, чтоб я умел торговать. Мне это пригодится. Чтоб не было, как сейчас. Взяли и послали меня в дупу. Да. Перед вами стоит мужчина лет 50. Его прямая, даже горделивая осанка немного константирует с бегающими жуликоватыми глазами. Возможно, что до войны он был мелким чиновником. Товарищ,
Товарищ, вы случайно не нашу водонапорную башню чинить пришли? Нет? А что с ней не так? Да опять двигатель барахлит. А наш механик или пропал, или снова в запой ушел. Вот такая вот беда. Ладно, сейчас поглядим, что у вас получилось. Отлично. Местные пролетарии не забудут ваш вклад в нашу каждодневную борьбу за выживание. Водонапорная башня тут поблизости. Посмотрите, что с ней такое. Уверен, что все у вас получится, товарищ. Хорошо. Из штанов не выпрягни от радости. Сейчас погляжу. Вот она, водонапорная башенка. Починить насос. Вот это похоже на двигатель. Двигатель неисправен, надо починить. Изи. Я ж мастер на все руки, и крысу отпиздить могу, и двигатель починить. Все, заработал. Сейчас воды набрать. Эти, фляжечку. Первый слот. Опа. Зашибись. И использовать. Зашибись. Вот, и бухнули, теперь можно и в путь. Ну что ж, жуликоватый это наш тип. Дай денежку, пожалуйста. А, товарищ, ну как успехи с двигателем? Починил. Готово дело. Что, правда, товарищ? Да не верю, да не в жизнь. Неужели кому-то из этого жестокого, измененного войной мира хватило прочности этого пресловутого внутреннего стержня на то, чтобы протянуть руку помощи страждущему товариществу? Рад... Нет, мне нужны денежки. Денежки мне нужнее, чем тебе. Это все приятно, конечно, но что ты мне заплатишь? Эх, товарищ. А создавали ведь впечатление человека порядочного. То есть такого, который не будет барыш требовать за оказание посильной помощи коллективу. Ну и чем вы хотите, чтоб я вам ваш труд компенсировал? Могу разве что денежку, сумму предложить небольшую, но и немалую. Или берите, или ступайте дальше. Дураков на свете много. Вот 50 рублей. Использую я умение бартера. Этого же не хватит даже инструменты компенсировать. Изолето там, транзисторы. Ну да, как обычно, навык на 60. А насколько я знаю, тут максимальный уровень 100. А может нет. Ну ладно. Шиш вы, а не прибавку за такой обман получите. Материалы тратили. Какой такой? И где следы его применения, а? То-то же, берите свои 50 рублей и идите, пока я вас еще терплю. Ну и чё? Ну и хуй с тобой. Пойду я, тварь. Я ему чиню, а он 50 гривен на киви сбросил. Буратино. Фальшивые какие-то монетки. Магазин. Может тут что-нибудь полезное? Хотя нет. Зная мои умения бартера, который на 53 и ни хрена не может сделать, ну его в пень. Лучше в бедпункт пойду, может подлатает меня за эти 50 гривен. Вы видите султановатого, сухопарого, но в целом крепко сложного мужчину средних лет и среднего возраста. Он одет в заношенный пыльный халат медработника с рукавами, закатанными выше локтей, и тряпичную шапочку непередаваемого оттенка серого. Это белый. Это белый. Да-да. Отсылочка на сталкер. Одобряю. Вы, наверное, местный доктор будете. В точку, молодой человек. Доктор Микоян. Можно просто Константин. Доктор, мне нужна ваша помощь. А что и так? Какие симптомы? Давайте посмотрим, чем я смогу вам помочь. Доктор Микоян придирчиво осматривает вас. Проверяет пульс, давление, зрачки, рефлексы. Наконец он озабоченно потирает свой подбородок. Так, сейчас я дам вам лекарство, которое должно восстановить ваше здоровье. Рот открыли, язык высунули. Пейте до дна, молодой человек. Это довоенная микстура. Она не раз и не два людей с того света возвращала. Выпить. На вкус чудодейственная микстура напоминает смесь касторки и рыбьего жира. Ну да, это точно любого поднимет с того света. Вы с трудом подавляете рвотный рефлекс. Впрочем, довольно скоро вам становится значительно лучше. Лекарство сработало. Мерси, док. Ну вот и все.
Теперь вы абсолютно здоровы. Будут осложнения, заходите. Спасибо, док, я пойду тогда. Зашибись, он за бесплатно меня подлатал. Прям вообще бог доком. Так, мне какую-то записку давали, рекомендацию господину Ковалеву. А где он живет? Вопрос хороший. Раз он не здесь был, тот Ковалев, значит он скорее всего в самом большом доме местном, который не магазин. Дед, ты Ковалев? Дед. Значит ты. А может и нет. Перед вами стоит пожилой мужчина в стареньком, но чистом и отглаженном кителе. На вид ему 60, однако он на редкость хорошо сохранился для жителей пустоши. Так что настоящий возраст может быть даже 70 лет. Суровое лицо мужчины украшает щеточка седых усов. Чего вам, товарищ? Мне тут в баре дали рекомендательное письмо для вас. Я, видите ли, работу ищу. Интересно. Ну, давайте сюда это письмо. Посмотрим, что там говорится. Отдайте записку. Товарищ Ковалев берет у вас записку и быстро пробегает по ней взглядом. Вы отмечаете, что он придвигает ее поближе к глазам. Видимо, зрение у этого крепкого старца уже не то, что в лучшие годы. Значит, Катя Редиченко считает, что вы заслуживаете доверия. Может быть и так. В любом случае вам удалось произвести на нее впечатление. Это само по себе неплохая рекомендация. Внимание! Это мой навык сработал. Очень хороший навык. Вы замечаете неожиданную теплоту в голосе председателя, когда он упоминает Катю из харчевни, какую-то отцовскую забуду. Значит, он ее батя. Окей. Так как там с работой? Да, с работой. Председатель задумчиво похрустывает пальцами. Наконец он поднимает глаза и смотрит на вас так, будто пришел к некому решению. Может и есть работа, значит так. Вы, наверное, уже слышали о банде, которая терроризирует наш поселок. Они каждый месяц приходят к нам за данью. Если мы ее не отдадим, эти сволочи грабят и убивают наших жителей. Мы, конечно, пытаемся с ними бороться, но только не особо это у нас получается. Но вот сейчас, глядя на ваше кристально чистое лицо, у меня появился один план. Председатель снова опускает взгляд. Вам сложно понять, нерешительный ли он, или просто пытается подобрать нужные слова. Внимательно слушаю вас, господин Ковалев. Дело в том, что в нашем поселке есть стукачок, предатель, крыса. Я уверен в этом на 100%. Кто-то сговорился с бандитами и доносит обо всем, что у нас тут происходит. При этом я не представляю, кто это. А сам мерзавец, очевидно, слишком хорошо знает и меня, и других селян. Он знает, как не попасться. Когда мы наняли головореза в городе, бандиты будто уже заранее знали об этом. Когда у нас появляется лишняя деньга, то они тут как тут. Им явно кто-то доносит. А вот вы, новичок в этих местах, еще не примелькались. Вы можете легко втереться к нему в доверие, ну или хотя бы попытаться узнать, кто этот негодяй, и рассказать мне. А почему вы мне это доверяете? Вдруг я тоже из бандитов? Председатель невесело ухмыляется и как-то весь сжимает. Председатель невесело усмехается, как-то весь сжимается. Из-за этого паникает. Внезапно вы отчетливо замечаете его уже немалый возраст. Он явно старше 60. Да тьфу ты, скажу, чего уж скрывать. Деревня дышит на ладан. У нас засуха, у нас налетчики, молодежь почти вся сбежала. Еще год-два подобной жизни, и нас совсем не станет. Старики помрут, а остальные разбегутся кто куда. Некоторые, может быть, и сами в бандиты подадутся. Мне это мое решение совсем не нравится, но это, пожалуй, последняя надежда что-то исправить. Не вернуть все назад, но, может быть, выиграть для нашего поселка еще немного времени. Пусть лучше он умрет сам по себе достойно и оставит у всех жителей исключительно теплые воспоминания. То, что происходит сейчас, это даже не смерть, это быстрое гниение. Неприятно, значит. Нужно провести расследование. Товарищ Ковалев кивает и подходит к вам поближе. Вы согласны или нет, скажите прямо. Ну, во-первых, это лишние деньги, а деньги лишними не бывают.
Но во-вторых, это опыт, а опыт опять же лишним не бывает. Это плюс навыки. Так что, разумеется, я с этим согласен. С чего начать? С чего начать? Значит так, для начала я скажу вам, кого я точно не подозреваю в стукачестве. Разумеется, что я полностью доверяю своим бойцам, Яну и Петьке, на южных и северных воротах, и соответственно. Иначе они не работали бы на меня. Товарищ Яшин мог бы быть подозреваемым. Он у нас не так давно, явно имеет какое-то темное прошлое, но уж больно он вкладывается в нашу деревню. Построил лавку на свои деньги, честно платит налоги, да и от бандитов он страдает не меньше остальных. Доктору Микояну и деду Семену верю как к самому себе, а и вместе со мной в свое время строили это поселение. Люди проверенные и достойные. Дед Семен, доктор Микоян, понял. Может быть, поэтому он меня и вылечил бесплатно? Совхоз Гарькин, в отличие от них, человек трусливый и плутоватый, однако слишком уж трусливый он, побоялся бы связываться с этой бандой. Ему выгоднее занимать пост у нас в деревне, а бандиты его не уважают и преследовали бы просто к шутке ради, если бы он попытался с ними договориться. Кате и Васе Риченко, хозяевам харчевни, вообще нет никакого резона нас предавать, да и не пошли бы они на такое. А вот остальные, тут уж не знаю. Ну в таком случае пойду узнавать. Ну что ж, с учетом вычетов, погнали искать нашего стукачка. Допустим, здесь. Никого нету. Найс заглянул. Не, воровать я тут у них не буду. Я, конечно, плут вор, но все-таки нет. Здорово, дед. Перед вами сидит глубокий старик в тюбетейке. При виде вас он подслеповато щурится и широко улыбается своей почти беззубой улыбкой. А, сынок, здорово. Тебе подсказать что-нибудь? Да, я тут недавно знакомлюсь с местными жителями. С местными жителями. А вон я самый что ни есть местный житель. Тебя прислали мне помочь, так ведь? Нет, но что тебе нужно сделать? Не, ну реально. Старикам надо помогать, у него один глаз уже не видит. Вон, видите, белое. Да стыдно просить, сынок, у меня за домиком небольшая такая кукурузная делянка. Сам бы собрал уже давно, но старый стал, еще спина прихватилась. Ревматизм проклятый, куда мне такому уже собирать? Старичок горестно вздыхает и опускает глаза. Ему явно неловко что-то у кого-то просить. Хорошо, отец, я все сделаю, зайду попозже. Сейчас, пошутику. Вот это вот вроде его плантация. В принципе, можно и лопату взять. Мне она, думаю, пригодится как-нибудь. Конечно, сорян, дедуль, но оплата будет моей. Здорово, сынок, как оно, с чем пожаловал? Собрал я твою кукурузу, отец. О, Тимурович, помог старику Тимко. Старичок в смятении ощупывает свои карманы, оглядывает домик и наконец поворачивается к вам. В его глазах застыло отчаяние. Так у меня совсем нет сбережений, чтобы себя как-то заплатить. Какой позор. В былые годы, когда я промышлял охотой, вселились у меня деньга, а сейчас их... Да что ж говорить, пошел старику, как эксплуататор на плантации себя вел. Да ладно, не страшно, рад был помочь. Старичок не слушает вас. Внезапно его лицо озряет улыбка, и он хлопает себя по лбу. Вот же я дурак старый. Охотой же промышлял, сам говорю, и сам себя не понимаю. Подожди тут, сынок. Он с кряхтением опускается на колени и начинает шарить под своей хлипкой койкой. Наконец старик довольно хихикает и выуживает на свет старенькое ружье. С довольной улыбкой он протягивает его вам. Вот оно, мне сейчас уже ни к чему. Так вон, хранять. А тебе можете пригодиться, так что дарю. Блин. Ему ну реально ни к чему, но в принципе он может кому-нибудь его потом продать. Да ладно, оставь себе. А ну-ка, не выдумывай мне тут, тоже мне альтруист нашелся. Старичок почти насильно впихивает вам ружье, вы берете ружье из рук старика и не без интереса осматриваете его.
Это старенький охотничий карабин, на цевье которого нацарапано небольшое сердечко, пробитое стрелой. Да, самое дорогое мне отдал. А я его лопату спиздил. Как лопату вернуть? Работать не волк, пойду посплю. Мой девиз по жизни. Да, ролики пилить надо. Ну а наше расследование мы оставим на следующую серию. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.